По запрету Самойловой у меня вопрос только один. Это самый главный вопрос. Почему так долго тянули? Давайте послушаем, что они говорили еще совсем недавно. Ви знаєте, кожного дня, поки Службою безпеки України не оприлюднюється це рішення, дуже цікаво, з кожним днем все цікавіше. На секундочку, если что, это сегодняшняя пресс-конференция. И каждый день СБУ все интереснее, все интереснее. Они как вроде строят из себя каких-то детишек, которые... Нам так интересно. Дивитися на ті коментарі і ту інформацію, яка з'являється в першу чергу у російських засобах масової інформації. Так решение так долго готовилось, они же говорили, готовится решение. Несколько дней готовилось, 5 дней решение готовили, хотя по остальным принимали его моментально, молниеносно. Только из-за того, что было просто интересно посмотреть, что там в российских СМИ. Так смешно было, интересно. Вони вже за нас вирішують певні і обговорюють певні сценарії того, як може розвиватися ситуація. У разі, якщо пані Самойловій буде заборонений в'їзд, чи у разі, якщо їй не буде заборонений в'їзд, і вона зможе взяти участь. Без сомнения, это нормально, когда обсуждаются разные варианты развития ситуации. Это же СБУ еще это не запретило, не? При цьому у будь-якому разі, звичайно, російська сторона вже підготувала певні сценарії інформаційних, в першу чергу, пропагандистських певних акцій. Всегда готовятся определенные сценарии. Если дадут нам безвиз, мы вот такой вот сценарий ставим. Не дадут нам безвиз, ставим другой сценарий. Это нормально, это абсолютно нормально для средств массовой информации. Я не могу понять одного. Почему так долго тянем? Может он объяснит все-таки? Які, звичайно, вони націлені на нанесення шкоди іміджу нашої держави. Да, дело в том, что если пустите, то это шкода имиджу. Если не пустите, все равно шкода имиджу. И дальше он долго, обстоятельно рассказывает. Если мы ее не пустим, то... В разі, озвучу те, що вам всім дуже добре, я думаю, так відомо. Звичайно, що якщо українська сторона прийме таке рішення і в'їзд пані Самойловій офіційно буде заборонений до нашої держави, Росія буде істерично заявляти про те, що Україна політизує конкурс Євробачення. Если сегодня Россия будет не истерично об этом заявлять, значит это не Россия. Он говорит вещи, которые понятны любому ребенку. Без сомнения, если вы не пустите, то будут заявления о том, что конкурс политизируют. У разі, якщо Служба безпеки не прийме такого рішення, також ми можемо спрогнозувати, що це викличе невдоволення окремої частини радикально чи певним чином так активно налаштованої проукраїнської частини нашого суспільства. Хорошо поправился. Сначала сказал не удовольствие, у радикально настроен, активно настроенный. Какие у нас же радикалов нет. Активно настроенной проукраинской части населения, да. А мы же их боимся. Хоть мы и СБУ, но мы боимся, потому что нам надо делать все так, чтобы нашим понравилось, чтобы не выходили с протестами, потому что еще головы полетят, погонщики. Ми можемо спрогнозувати, що ця реакція може бути доволі такою різкою, і відповідна картинка на російських телеканалах з'явиться, яка буде транслюватися на Європу і говорити про те, що в Україні процвітає екстремізм. А в Украине экстремизма, конечно же, нет. И те, кого он хотел назвать радикально настроенными, но сразу же себя поправил и назвал активно настроенными, это не экстремисты. Просто активісти. Тому, звичайно, ми враховуємо усі ці ризики і з задоволенням читаємо ті новини, і як російські ЗМІ коментують всю цю ситуацію. Так риски все-таки есть от того, что радикально, активно настроенные не поймут, да? Но мы с удовольствием читаем эти средства массовой информации российские, которые запрещаем вам читати. Можу сказати про те, що документи на закриття пані Самойловій в'їзду на територію нашої держави терміном на 3 роки Службою безпеки підготовлені. Як вже сказав голова служби Василь Грицак, закон має бути один для всіх. Но если эти документы подготовлены, то обнародуйте их, обнародуйте свое заявление. Все, мы запрещаем въезд. І робити якісь поблажки чи робити якісь виключення для когось, мабуть, це буде образливою для тих людей, тому що це буде певна ознака якоїсь дискримінації. Никаких исключений ни для кого быть не должно. Закон один для всех. Если уж всех вы гребете под одну гребенку, значит так и должно быть. Только я напомню, что говорил Петр Алексеевич Порошенко на встрече с послом Великобритании.
Петр Порошенко пообещал исключить журналистов BBC из списка лиц, против которых Киев объявил в среду санкции. Об этом украинский президент сообщил на встрече с послом Великобритании Джудит Гофф. Ой, срочно, чтобы Петр Алексеевич не попал в неприятную ситуацию. Сообщите ему обязательно, что Служба безопасности Украины считает, что закон должен быть один для всех. А если он завтра встретится с послом Испании, он, получается, журналистам Эль Паис разрешит въезд, а им запретили. При этом Порошенко ничего не сказал о других западных репортерах, включенных в санкционный лист. Среди них журналисты латвийского новостного портала «Вести», немецкой газеты «Ди Цайт» и испанской «Эль Паис». Петр Алексеевич, закон-то один для всех, в СБУ уж врать не будут. Я приказал немедленно пересмотреть ситуацию. Я, как украинский президент, сражаюсь за свободу прессы. Какой ты молодец, все-таки Петр Алексеевич Порошенко. Все знает про закон и про то, что он один для всех. Ну а вот СБУшник уже по концовке уже включает дурака по полной. Мы получаем такое удовольствие, когда читаем, мы наблюдаем, наблюдатели. Тому ми приймемо це рішення найближчим часом. Але поки що ми ще хочемо подивитися, що ще про цю ситуацію напишуть на російських інтернет-виданнях і розкажуть Кисельов та його друзі. Самое идиотское объяснение, которое можно было услышать от Службы безопасности Украины. Мы хотим просто понаблюдать. И это все с ухмылочкой деланное, потому что надо как-то объяснить, почему 5 дней не принимается решение, которое уже принято. Послушаем Грицака. Это он говорил 5 дней назад. Станом на цю хвилину рішення про заборону в'їзду співачки з Росії поки що не прийняте. Воно буде прийматися, у нас ще є доволі багато часу до травня місяця. Принимается решение, но еще не принято. У нас до мая еще много времени. И рука уже с ручкой занеслась. Ручка уже опустила перо в чернила. Потом следующие 3 дня она будет заноситься над бумажкой, на которой надо резолюцию поставить. Это же очень сложно принять такое решение. Очень. Особенно, когда закон один для всех. Те, що говорять дані з середовища, скажімо так, оперативні джерела з території Росії, що в Росії були інші співаки з не гіршими даними. Но это Грицак похвалился оперативными сведениями, которые он узнал из средств массовой информации, о том, что в России были не хуже певцы. Оперативные сведения, разведка ему сообщила. А дальше он рассказывает, в принципе, вот в этом и заключается, на мой взгляд, причина того, что решение так долго выносилось. Уже вынесено, но не обнародовано, выносилось. Они не за средствами массовой информации следили, они не хотели на себя ответственности брать. Реакція Служби безпеки обов'язково буде. Але я хотів би, щоб це була реакція не тільки Служби безпеки. Ми хотіли би теж почути висновки з цього питання і, так би мовити, не учасників, а організаторів Євробачення. Але пам'ятайте і про інше, що закривати в'їзд, ініціювати питання закриття в'їзду належить не тільки до виключної компетенції Служби безпеки. Якщо вона порушила кордон України, це правопорушення, яке віднесено до компетенції прикордонної служби, Державної прикордонної служби. Я расшифрую. Мы не хотим на себя брать ответственность. Мы ждем еще реакции от пограничной службы, от организаторов Евровидения. А что это? Я возьму на себя такую ответственность. А завтра Петр Алексеевич Порошенко перед очередным послом расшаркается и меня уволит. Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на 3 роки. Про це повідомила на Фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська. Рішення, зазначила вона, прийняте на підставі отриманих даних про порушення Юлією Самойловою законодавства України. А чего так судили-рядили? Все-таки решили взять на себя ответственность. Получил подтверждение из нужных кабинетов о том, что ладно, эту можно. Для этой пусть будет один закон. Закон один для всех. Ну вот я слышал, что там с представительницей Армении какие-то возникли там терки. И вроде бы как ее семья утверждает, что она никогда не была в Крыму. А у других людей другая есть информация. Фигня это какая-то. Давайте лучше сыграем, потому что СБУ, понимая, что все важные дела уже закончены, все сепаратисты сидят, а шпионы пойманы, знаете, игру разместила. Кто ты в СБУ? Это официальный сайт Службы безопасности Украины. Ну что, начинаем играть. Ты любишь свою страну? Так, я люблю СРСР, я готов умереть за нее, я пышаюсь. И не хочу отвечать. Выберем, не хочу отвечать. Так, тебе предлагают взятку, что ты вырублю, сдам в СБУ. Надо накрыть всю цепочку. Выбираем. Надо накрыть всю цепочку. Дальше. Что такое? Я не могу даже это прочесть. Но выбираю самое безобидное. Формула-1. Дальше. Переведи такое-то, такое-то. Так, мухи. Мухи, орлы мухами не питаются. Дальше.
что вот это такое. Знаю, но не скажу. Так, самые тупые выбираем ответы. Так, что дети шпионов мне нравится. И что? Так, какое военное звание тебе нравится? Генерал, конечно же, он как Наполеон. Итак, решает, СБУ решает. Борец с коррупцией. Все, я могу уже... Вот, поступай к нам, присоединяйся к дружной семье СБУ. Знаете, скоро, я думаю, детки, просто подрастая, будут... Кем ты хочешь стать? СБУшником. Как раньше, знаете, в других службах хотели служить, другие детки в другое время. В общем, присоединяйся к семье СБУ, здесь ты получишь достойный подножный корм, хорошие документы, которые позволят тебе делать все, что ты хочешь, и власть. То, чего ты так долго хотел, долго ждал, когда из свинарника из своего тебя вывела на свет революция. По Самойловой еще будем, конечно, отслеживать ситуацию, но, в общем-то, фишка мне ясна. Все, Самойловой на Евровидении не будет.